Привет! Выборы уже послезавтра. И 2 недели мы выпускаем для вас расследования каждый день. За последний месяц мы выпустили уже 15 историй. Мы рассказывали вам о московских и не только московских жуликах всех видов и мастей. А закрыть этот безумный марафон мы решили той же темой и тем же составом, что и начинали. Наталья Сергунина. Человек, заваривший весь этот беспредел, произошедший в Москве этим летом, и ответственный за него. Главный управленец столицы. Чиновница, принявшая решение не допустить ни одного независимого кандидата до выборов, санкционировавшая беспрецедентные политические репрессии на пустом месте. И что не менее важно, Сергунина за больше чем месяц после нашего первого расследования про нее и ее миллиарды так и не нашла времени ответить на наши обвинения. Что ж, это свинский, но тоже подход. Но мы с этим мириться не собираемся. Поэтому мы расскажем о том, как семья Сергуниной украла еще 1 миллиард рублей. Это классная история, вам реально понравится. А самой Наталье Сергуниной мы хотим сказать, что отмолчаться у нее в этот раз не получится. А теперь давайте буквально на 1 минуту остановимся. Нам надо чуть-чуть повторить содержание предыдущей серии и освежить действующих лиц. Чиновница Сергунина отвечала всю жизнь за московское имущество. За что отвечала, там и воровала. Они придумали хитрейшую схему, которую мы раскрыли. Муж сестры сменил имя с Лазаря Сафониева на Арона Аронова и на эти свои новые документы зарегистрировал офшорные фирмы. Дальше цепочка компаний. И вот уже его российское ООО за бесценок скупает десятки тысяч квадратных метров исторических зданий в центре Москвы. Все они продаются по личному указу Сергуниной за смехотворные деньги. В купленных зданиях сейчас гостиницы, а на вырученные средства сестра Сергуниной покупает особняк в Вене, но открывает бизнес там же. в нашем первом расследовании фигурировал офшор брата сестры Сергуниной Канди. Через него, например, семья Сергуниных владеет 40% кинотеатра «Октябрь». И этот же офшор привел нас к новой находке, гораздо более масштабной, чем то, о чем мы рассказывали вам ранее. ООО «Авиапарк». Он принадлежит кипрской компании Cosman Limited, и та, в свою очередь, принадлежит 2 офшорам. И один из них – это тот самый сергунинский Канди, и он владеет 33% акций. Остальные 66% принадлежат другому офшору с BVI. Его владелец нам пока неизвестен. Но это собственник на сейчас. А вот раньше, до июня 2014 года, фирма «Авиапарк» контролировала с департаментом городского имущества города Москвы. Давайте уже прекращать смотреть на эти скучные и бездушные скриншоты из реестров. И будем разбираться, что же это такое Лазарь Сафониев захапал, и при чем здесь чиновница Сергунина. В 1996 году мэр Москвы Юрий Лужков затеял гигантский проект. На Ходынском поле, месте, где располагался первый в Москве аэродром, решили развить буквально город-сад. Вы посмотрите только на архитектурный проект. Заброшенное поле решили превратить в изысканный ландшафтный парк. На месте пустыря построить невероятной красоты музей авиации и космонавтики. Там же должна была быть школа и жилье, и выставочный центр. Строить решили по инвестиционному договору. Коммерческая компания, естественно принадлежавшая жене Лужкова, должна была все это построить, ну а потом отдать часть построенного городу. Ну и выполнить так называемую социальную нагрузку. То есть построить все эти общественные пространства, парки и школу. Я тут просто не могу не перебить и не отметить грустную иронию всей этой истории. Был один мэр, отдавал подряды жене. Сменился мэр, а схема не поменялась. Отдают своим, но просто другим своим. Все верно. Смотрите, что происходило дальше. Лужков ушел, а управлять Москвой назначили Собянина. Конкретно за этот проект на Ходынском поле стала отвечать Сергунина. Вот постановление правительства Москвы с поправками. В последнем пункте ответственное лицо Сергунина. Официальным заказчиком всей этой стройки является компания «Авиапарк», дочерняя компания Департамента городского имущества. Из отчетности можно увидеть стратегическую цель компании «Авиапарк» – строительство музея и парка. Проект оценивается в огромные деньги. Только доля города, согласно финансовой отчетности, 4,3 миллиарда рублей. И тут происходит хорошо нам знакомое чудо. Город решает избавиться от этого актива полностью и через несколько посредников передает свою фирму «Авиапарк» кипрскому офшору, который в свою очередь на треть принадлежит фирме Лазаря Сафониева. Мужу сестры чиновницы, которая курирует этот проект от мэрии. Было 4 миллиарда у города, у нас с вами то есть, а оказалось у офшора с Кипра. А 33% от этих 4 миллиардов, то есть почти 1,5 миллиарда, отошло лично семье заместительницы Собянина. Огромная сумма, гигантская, и не существует никакого официального объяснения, зачем вдруг город решил избавиться от своей доли в прибыли от застройки Ходынки. Но самое худшее даже не это.
Вот вы знаете, существует же такая распространенная точка зрения, мол, воруют и воруют, всегда воровали, зато Москва-то у нас какая красавица стала, какие классные места построили. Не в этот раз. Ничего, что вы видите на этих картинках, построено не было. Просто возмутительно ничего. Давайте посмотрим. Я стою на месте музея авиации и космонавтики. Именно здесь должна была располагаться огромная башня, похожая на ракету. Здесь должны были выставлены самолеты, достижения ракетостроения, работать в музее, проходить выставки, ну и огромные, гигантские, просто стеклянные сады и павильоны. Но где я? На забетонированной площадке позади гигантского торгового комплекса «Авиапарк». Здесь есть магазины на любой вкус, но вот музея здесь нет. Ну а сейчас где я? Ни за что не поверите, я на месте, где согласно инвестиционному договору должна располагаться городская школа на 550 учеников. Смотрим с вами по сторонам и видим, что никакой школы здесь нет. Где школа? Тут должен был располагаться гостиничный жилой комплекс с, как сейчас модно говорить, общественными пространствами. Но что мы видим? Огромный жилой дом. Точно такой же располагается с другого конца авиапарка. В общем, вместо города-сада теперь построен огромный и очень уродливый торговый центр и 2 жилых здания по обеим его сторонам. Ну ладно, мы же здесь не про эстетику. Нам надо вернуться к инвестиционному контракту, про который Жора говорил в начале. Напоминаю условия. Застройщик строит свои жилые здания под продажу, но отдает 30% площадей городу. А еще музей и школа тоже городу, не забываем. Вместо школы – пустырь. Вместо музея и выставочного комплекса – бетонная площадка. Ну а 30% площадей застройщик действительно отдал той же фирме «Авиапарк». В инвестконтракте это же не менялось. Только авиапарк этот принадлежит теперь не городу, а офшорам, один из которых – это семейный офшор заместительницы Собянина Сергуниной. Вся эта земля, 93 тысячи квадратных метров, до 2046 года находится в аренде у офшорного авиапарка. Они эту землю сдают квартиры в построенных домах, которые построили, собственно, на этой земле, получают свои гарантированные 150-200 миллионов в год. Ну а непостроенные музеи и школа? Это Сергунина со стороны мэрии, конечно, уладит. Заманет, примет поправочку и никаких вопросов не будет. Вот такой транзит коррупции через десятилетия. Вместо жулика Лужкова, отдавшего полстроек в Москве своей жене Батуриной, пришел Собянин, наш европейский мэр и городской инноватор. Единственное изменение – стали чуть лучше прятать своих родственников и их офшоры. А по сути ничего. Москвой должны управлять честные, компетентные люди, но они никогда не появятся, если мы будем сидеть на диване. Собянин, Путин, Сергунина просто не пустят их, как не пустили на выборы независимых кандидатов. Но мы все равно не имеем права добровольно сдать этим людям ни Мосгордуму, ни питерские муниципалитеты, ни любой другой орган власти. Надо показать им, что они не смогут протащить своих кандидатов. Ровно для этого и нужно 8 сентября идти на выборы и участвовать в умном голосовании. Если вы останетесь дома, вы поможете Сергуниной воровать, ведь вы же этого не хотите.